Всем привет, друзья! Итак, находясь в путешествиях уже где-то 3 года и находясь на Шри-Ланке уже 14 месяцев, даже немного больше, я решила записать видео о том, каково же путешествовать в одиночку. Специально для тех, кто, может быть, уже давным-давно мечтает, но не решается, потому что страшно. Какие основные, наверное, моменты, с которыми сталкивается тот человек, который хочет, но которому страшно. Первое, я думаю, что человек, который отправляется, особенно если до этого он ездил пакетированным туром, то я думаю, что первый вопрос это то, что как это вообще все организовать? Как найти жилье, как найти где остановиться, почем, как узнать, куда лучше пойти, как не стать жертвами мошенников и так далее. И об этом я вам не буду говорить, потому что на самом деле, да, это все организационные моменты, они требуют какого-то внимания, времени. Да, можно попасться на мошенников и так далее, но любой среднестатистический человек с этим способен справиться. Так, я не знаю, как получится звук, я сейчас слышу, вороны летают тут недалеко, в общем, птицы и так далее. Я надеюсь, что звуки природы не слишком помешают этому видео. Вот. Но если что, я заранее извиняюсь за качество звука. Любой среднестатистический человек, у которого есть голова на плечах, способен справиться с организационными моментами. Всю эту информацию можно найти в интернете. Никаких особых знаний, талантов, навыков для этого не нужно. Поэтому я бы хотела поговорить про другое. То, что действительно потребует от вас понимания определенного. Я бы сказала, что, наверное, многие люди, кто хочет поехать один, по какой-либо причине не решается, потому что страшно именно ехать одному, либо одной. Итак, вам может быть страшно, потому что вы не знаете, как вы себя будете чувствовать в путешествии одни. И тут я хочу поделиться своим опытом. То есть я являюсь интровертом, и это мне одновременно и помогает, и мешает в путешествии. Поэтому тут я хотела сразу сказать такой момент, то что если вы едете в путешествие одни, самостоятельно, это означает, что у вас будет гораздо больше общения, хотите вы того или не хотите, чем если бы вы поехали с кем-то. Я имею в виду общение с окружающими людьми. То есть, если вы путешествуете в паре, либо с друзьями, то есть вы так или иначе все равно общаетесь больше в своей группе, и вам нету такой потребности общаться с окружающими людьми. Путешествуя самостоятельно, у вас однозначно будут возникать вопросы, которые вам можно будет решить только посредством знакомства с окружающими людьми. И в общем-то, и когда у вас нету вот этой группы, либо человека, с которым вы общаетесь, ваш фокус внимания сразу уходит изнутри наружу. То есть вы больше фокусируетесь на том, что происходит вокруг вас и какие люди вокруг вас находятся. Поэтому очень много людей на самом деле советуют путешествовать в одиночку. То есть даже те люди, у которых есть семьи, отношения, друзья, и которые могут собраться в хорошей, классной компании и поехать вместе, есть люди, которые при этом ездят в такие путешествия и потом параллельно ездят еще самостоятельно, потому что это два абсолютно разных вида путешествия, абсолютно разные. То есть когда ты один, ты фокусируешься на том, что происходит вокруг тебя, в этом городе, в этой стране, с местными людьми и с теми людьми, которые такие же, как и ты, приехали сюда с самых разных уголков мира. То есть, опять-таки, хотите вы того либо нет, но вы будете натыкаться на людей. Yes. Так, простите, пицца приехала. Боже, и теперь так вкусно пахнет. Теперь дразнит меня. Так, на чем я остановилась? Так, да. Значит, я говорила о фокусе внимания. То есть так или иначе у вас просто фокус внимания действительно пойдет наружу, на окружающий мир. И вам будет действительно интересно узнать тех людей, которых вы встречаете.
и им будет интересно узнать о вас. Поэтому совершенно тут не стоит бояться, что вы останетесь одни. Вы одни не останетесь. Вокруг вас будет очень много людей, которые точно так же, как и вы, приехали исследовать этот город, и точно так же, как и вы, открыты к общению. И кроме того, местные тоже очень, как правило, открыты путешественникам. Им всегда очень интересно, когда кто-то приезжает, опять-таки открытый к тому, чтобы узнавать что-то новое, принимать в себя новую информацию, поэтому местные всегда обычно очень открыты к тому, чтобы рассказывать о своей стране, о своей культуре, о себе. Поэтому одни вы точно не будете. Но я упомянула о том, что я интроверт, и это мне как и мешает, так и помогает. Чем оно мне помогает? Тем, что я себя чувствую очень комфортно самостоятельно и одной, потому что мне, в принципе, комфортно, как я интроверт, находиться с собой. Я себя чувствую очень расслабленно, очень наполненно, занимаюсь в течение дня именно тем, что мне нравится, идя именно в те места, которые мне нравятся, находясь с ними в этих местах столько, сколько мне хочется. И, в общем, вот живя, скажем так, такую жизнь, какую мне хочется. Это всегда очень удобно, комфортно, но несмотря на это, естественно, все равно у меня есть потребность в общении, и мне очень интересны люди вокруг. Но, как правило, люди, которые путешествуют по всему миру, чаще всего, не все, естественно, но чаще всего это люди, которые очень общительные, на самом деле. Это очень открытые и общительные люди, которым нужно общение, на самом деле, в большом количестве. Вот, ежедневно общение с многими людьми. И это такой тип общения, это немножко другой тип общения. Это общение с людьми в стиле, знаете, как вот из этого фильма «Брат», когда он спрашивал про американцев, а чего они мне все спрашивают, как у меня дела? Им что, действительно интересно, как у тебя дела, как у меня дела? И действительно, в путешествии ты постоянно встречаешь вот этот тип людей, которые обязательно, даже не зная, кто это, просто скажут, обязательно при встрече скажут «Привет, как дела?». И то есть это тот вид общения, когда вы общаетесь в таком лайтовом режиме, вам весело, вам классно, и это, так сказать, just for fun. То есть это очень классное, интересное общение с очень интересными, яркими людьми. Но это тот формат лайтового общения. То есть, спрашивая друг друга, как дела, никому на самом деле не нужно знать, как у тебя дела. То есть вы все равно, общаясь с этими людьми, вы понимаете, что вы чужие люди друг другу. Вот, поэтому я тот человек, который которому сложно общаться постоянно с большим количеством людей, вот в стиле just for fun, потому что я от этого очень устаю. То есть мне комфортно обычно общаться с небольшим количеством людей, действительно очень интересными, и мне больше, мне очень важно вот это глубокое, близкое общение. А есть люди, которые путешествуют и находятся в путешествиях уже годами, или хотя бы месяцами, годами, да, и все-таки. И это люди, которые очень самодостаточные, которым нормально и классно быть самими собой и быть самими у себя, да, то есть им нету такой большой потребности в ощущении, что человек рядом с тобой действительно близкий. То есть это классные люди, на которых просто такой формат, которым устраивает формат такого лайтового общения. И то есть в путешествиях, когда ты оказываешься среди путешественников, большее количество людей все-таки будет именно те люди, которые рассчитывают на вот этот формат, когда ты не привязываешься к людям, а ты просто классно проводишь с ними время, день, сейчас, сегодня. Это тоже классный опыт, это тоже важно иметь такое общение, но это означает, что тебе, возможно, ты сможешь завести близкое общение в путешествии, но тебе это будет очень-очень непросто. Потому что для того, чтобы завести действительно близких людей, близких друзей, на это нужно время. То есть поэтому, если вы едете в путешествие и вы думаете поехать куда-то на долгое время, то есть это тот момент, с которым вы можете сталкиваться, чтобы вы понимали, чего вам ждать, чего вам ожидать. Я бы сказала, что это цена, за которую мы платим.
да, то есть платим, отправляясь в путешествие, переживая такой опыт, вы платите за это какую-то цену, вы понимаете, что вы не можете иметь все. И при этом, оставаясь дома и боясь, например, того же самого одиночества, как вы справитесь сами, самостоятельно, вам страшно, тоже вы, оставаясь дома, то есть вы тоже платите за это цену, но вы при этом тоже получаете определенные преимущества, что вам не нужно будет справляться с таким большим количеством стресса. Да? Иногда этот стресс очень полезен. Вот. Ну, а есть люди, которым этого в принципе не нужно путешествовать, это абсолютно нормально, то есть как бы это такой момент. Мы сейчас говорим о тех, кто хочет, но боится, да. То есть, опять-таки, что я хотела сказать, что современные такие вот кочевники, digital nomads, это в основном люди, которые очень открыты, очень общительные и дружелюбные, поэтому как раз касательно одиночества, то есть вы не будете физически одиноки, это точно. В том плане, что рядом вокруг вас будет точно очень много людей. И я бы порекомендовала, особенно если вы едете, я бы порекомендовала просто находить такие места, такие города, вот, если вы собираетесь в какую-то определенную страну, то ехать именно туда, где существует город с местными вот такими вот современными кочевниками, которые живут в этих городках уже несколько месяцев, либо несколько лет, и такого плана люди туда приезжают. То есть если вы приезжаете туда, у вас однозначно будет уже такая вот сформированная тусовка. Вот. И как раз по поводу английского языка я сразу же тут скажу. Если у вас барьер с английским языком, если вы знаете только самые базовые слова, на уровне hi, hello, how much, этого нормально и достаточно, в принципе, чтобы поехать в путешествие. Есть люди, которые путешествуют уже, наши русские, много лет и до сих пор не знают английского языка, не могут сказать только пару слов. Так бывает, потому что на самом деле наших полным-полно по всему миру. Поэтому, опять-таки, едя в какую-то страну, отправляясь в какую-либо страну, вы просто... очень во многих городах есть свое русское комьюнити. Можно искать заранее телеграм-чаты, группы в Фейсбуке, в которых вы всегда можете перед поездкой, во время поездки всегда задать любой вопрос, который вас интересует по поводу жилья, билетов, вообще всего-всего, по поводу города, куда сходить, где побывать. Там же вы можете познакомиться с людьми, которые живут там уже давно, либо только приехали. И таким образом вы можете встретиться с людьми, познакомиться. То есть вы, приезжая, в принципе, сразу же будете в таком обществе, и даже не зная английского языка, то есть у вас все равно будет возможность общаться с нашими русскими и отлично себя чувствовать. Английский язык является огромным плюсом в путешествии, если вам все-таки интересно при этом еще общаться с иностранцами и общаться действительно на интересные темы, узнавать про их жизнь и так далее, то есть, про местную культуру, тогда это все нужно, но это все можно, опять-таки, быстрее вы этого всего научитесь английскому языку в среде. Поэтому даже если вы сейчас не знаете английский язык, и это та причина, по которой вы думаете, что, в общем, где-нибудь через пару лет я схожу на курсы по английскому языку, и после этого уже начну путешествовать, не откладывайте, перестаньте ждать, когда вы пойдете на курс английского языка. Либо идите сейчас, хотя бы получив базовые знания, и едьте, либо даже без знаний едьте, потому что в путешествии вы начнете его учить. И можно сейчас, в принципе, онлайн учить английский язык и сразу же практиковать в среде. Вообще шикарный опыт. Так... Что я хотела сказать еще? И такой второй главный вопрос, то есть первый вопрос, это вопрос, буду ли я одиноким в путешествии? Ответ, не будете, но смотря в каком смысле. Да, кстати, кроме этого, есть путешественники, которые путешествуют без общения, которым этого не нужно, отправляются в какую-то, не знаю, там, глушь и кайфуют от этого, отправляются на ретриты, общаются только там с местными. В общем, бывают самые разные виды путешествий, поэтому вы для себя вообще, в принципе, определите, какого плана путешествия вам нужно.
Вот. То есть сейчас это разговор о путешествиях, которые вот прям на несколько месяцев, да, то есть если вы куда-то едете на пару недель, либо на неделю, вот я, кстати, так и начинала. Я начинала путешествовать. Мое первое путешествие было по Восточной Европе, самостоятельно именно. Это тогда, когда я поняла, что я уже, я долго ждала, что я смогу найти людей, наконец-то смогу собрать подружек, и мы поедем. Но эти планы постоянно откладывались, перекладывались, и в какой-то момент я устала ждать подружек и вообще кого угодно. И я поняла, что я могу отправиться в путешествие сама, и никто мне в этом не мешает, вообще могу просто взять и отправиться. Вот. И моя первая поездка была на 16 дней. Я поехала, я посмотрела, как я в ней себя чувствую, поняла, что я себя чувствую очень комфортно, очень хорошо. И потом начала путешествовать снова и снова, и потом уже, то есть потом у меня было коротенькое путешествие на недельку, потом уже на месяц в Барселону, потом уже на месяц в Италию, и потом уже, вот, считай, 14 месяцев на Шри-Ланке. То есть поначалу это было там пару путешествий в год, по чуть-чуть, потом пару путешествий по месяцу в год, чтобы я уже чувствовала, что месяца мало, я хочу отправиться в Азию на полгода. Но случился карантин, и вот тут я уже 14 месяцев. В общем, стандартная история для всех, кто сейчас застрял на Шри-Ланке. Так, и... Да, безопасность. Особенно, наверное, эта тема актуальна для путешествующих девушек, для девушек, которые хотят отправиться в путешествие. То есть, как я уже сказала, я путешествую уже, считай, 3 года. Я до этого была в Восточной Европе, в Южной Европе, то есть это Испания, Италия, Греция. Потом я поняла, что я хочу поехать на Шри-Ланку. Итак, и во время этих путешествий я, в общем-то, всегда себя чувствовала очень безопасно, особенно в Европе. То есть в Европе даже ночью, в принципе, если ты идешь по улице, если ты идешь по центру, по главным улицам, если ты не заходишь в какие-то странные, простите, какие-то странные районы, то есть совершенно нету причин, простите, совершенно нету причин чего-либо там бояться, вот, и, то есть просто стандартные правила безопасности и все. На Шри-Ланке тоже все очень безопасно. Единственный момент, что ночью девушке одной лучше не ходить, потому что страна консервативная. Ланкийцы, народ, мужчины ланкийские, они не агрессивные, но если они видят девушку одну ночью или еще белую, то есть, у них может просто сорвать крышу, в общем. Поэтому лучше, береженого Бог бережет. По ночам лучше не ходить. Вот. И, в принципе, во всех туристических местах на Шри-Ланке это все безопасно. Если вы едете в нетуристическое место, если вы едете самостоятельно, без мужчины, то это должна быть обязательно закрытая одежда, чтобы не провоцировать. Да, то есть и не провоцировать лишнее внимание. Вот. И так, в общем-то, в принципе, все. То есть, живя на Шри-Ланке, в принципе, люди местные, ланкийские, они очень дружелюбные, очень добрые, поэтому в плане безопасности тоже вполне все нормально. И в плане воровства тоже на Шри-Ланке люди, это крайне редко происходит. В европейских городах очень много карманников, то есть это просто нужно очень осторожно следить за своими сумками, но именно агрессивного нападения нигде вы не встретите. И последнее, что я хотела сказать для тех, кто все еще думает, какие выводы я сделала для себя, попутешествовав пару недель, попутешествовав месяц, попутешествовав 14 месяцев. Для себя я сделала вывод, что самое лучшее — это ехать в страну где-то на 3 месяца. То есть в одном городе лучше быть не меньше 1 месяца. Можно даже в один город приехать на все 3 месяца.
или хотя бы на пару. То есть 2 недели, ну, я имею в виду для тех людей, которые именно решили вести такой образ жизни, да, которые их есть возможность таким образом ездить. Если такой возможности нету, конечно же, ну, 2 недели, недели это тоже классно. Это тоже может быть. Если же вам хочется именно пожить жизнь, почувствовать жизнь за границей, в другой стране, в другой культуре, узнать действительно эту страну, увидеть людей, какие они, пообщаться. За 1 месяц, особенно, ну, вот у меня был опыт путешествия, когда я была, допустим, 1 месяц в Италии, но я тогда объездила огромное количество городов, постоянно куда-то переезжаю. Мне такой формат не понравился. То есть мне не нравится формат приезжать в город, смотреть быстренько, делать фоточки и уезжать. То есть это утомительно, я очень устаю, и ты не можешь жить жизнь, то есть у тебя есть работа, тебе хочется какой-то день отдохнуть, какой-то день тебе хочется заняться конкретно работой, а там, то есть ты постоянно просто едешь, и просто смотришь города, и то есть это не тот формат, мне он не близок, вот. Поэтому для себя я поняла, что долго в другой стране мне сложно находиться, мало мне тоже не нравится, то есть для меня как бы такой оптимальный вариант ездить на 3 месяца, на полгода, может быть, и это дает возможность именно в одну страну, вот, посещая там 2-3 города, и тогда действительно вы можете увидеть и узнать действительно местную жизнь, вот. И что я хотела сказать вообще в принципе, о том, что да, путешествие — это определенный стресс, это определенные бывают сложности, и да, это очень круто. И я бы сказала, что реально очень классно путешествовать в том плане, как сильно это вообще расширяет твое мировоззрение. Я когда приехала именно путешествовать по несколько месяцев, то есть я помню, что я приехала на Шри-Ланку, провела первые 3 месяца тут и познакомилась с самыми разными людьми, местными, не местными. Я посмотрела, я увидела разные истории жизни, и я была просто в шоке. Я до этого лично никогда не сталкивалась с такими жизненными историями. Это и в хорошем, и в плохом смысле, то есть, ну, это в разном. Это просто были удивительные истории, удивительные жизни, о которых, ну, удивительные люди. И просто, знаете, вот на голову не налазит. Я прожила 3 месяца, я рассказывала об этом своим родителям, о своих впечатлениях, и они говорили: Кристина, говорит, ты за 3 месяца узнала то, что, ну, получила такой опыт жизненный, который очень многие люди не получают за всю жизнь. И я подумала, блин, вау, реально, да, то есть я в шоке. Потом я еще прожила несколько месяцев на Шри-Ланке, я познакомилась еще с новыми людьми. И их история просто, то, что происходило, то есть я вижу этих людей, это не то, что там ты фильм посмотрела, блог посмотрела чей-то, ты конкретно с этим человеком общаешься, он тебе конкретно рассказывает свою историю, ты конкретно видишь, какая история сейчас происходит с ним или с ней, то есть, ну, с этим человеком. То есть, и реально в путешествиях, бывая в самых разных странах и встречая людей из самых разных стран, вы знакомитесь просто с невероятными людьми, просто с такими удивительными историями. И, то есть, прожив еще несколько месяцев, я была в шоке. И прожив потом еще несколько месяцев, я просто поняла, что я узнала такое, вообще, в принципе, о человеческой натуре. Я узнала такое о своей человеческой натуре. Когда ты думаешь, блин, Кристина, что ты творишь, что ты вытворяешь? И опять-таки и в хорошем, и в плохом смысле. Ты узнаешь о себе, взаимодействуя с этими людьми, ну что-то такое, что, ну, я не представляю, как бы это бы раскрылось во мне в Харькове, просто оставшись в Харькове. И я рада, что как хорошее и плохое во мне там раскрывалось, и то, что я себя узнавала, ну это вообще круто, когда ты
оказываешься сама для себя полна таких огромных сюрпризов. Мир полон огромных сюрпризов, люди полны огромных сюрпризов. И ты просто совершенно по-другому смотришь на мир. То есть ты просто смотришь, вау, я никогда не думала, что я буду смотреть на мир таким образом. И что вот настолько широко. То есть твое вообще мышление, отношение ко многим вещам очень сильно меняется, очень сильно расширяется. Поэтому путешествуйте, друзья. Оно того стоит.